Всем добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Я придумала потрясающую тему. Что же делать, если ваши желания напрямую зависят от другого человека? Все очень просто. Мы здесь все так же продолжаем соблюдать экологичность, просто мы дадим на нашем рисунке сейчас человеку, от которого зависит исполнение ваших желаний, то, что он хочет. И тогда ваше желание будет исполнено тоже. Все в этом мире возвращается бумерангом. Поэтому ставим сегодняшнюю дату, пишем тему. А в теме мы пишем «Я счастлив», «Счастлива». Дальше может быть это какое-то имя человека, может быть это целая группа людей, то есть может быть это ваш босс на работе. Пишите «Я счастлива», там, тот самый человек получил то-то, то-то, то-то и сделал мне такое предложение. Благодарю. Дальше вы ставите таймер на 2 минуты, разогреваете нейронные связи, пишите первое, что приходит в голову. Все слова, негативные, позитивные, глаголы, наречия, существительные. Вот первое, что приходит в голову. У меня получилось 38 слов. Посмотрите потом на них внимательно, что у вас сложилось. И останавливайте видео, делайте упражнения. Ну а мы тем временем продолжим. Я очень хочу изобразить на листе человека, от которого действительно напрямую зависит мое желание. Найдите его, попробуйте. Когда вы рисуете другого человека, я хочу, чтобы вы прочувствовали его чувства, его эмоции, что ему не хватает. Может быть, вы чувствуете, что это очень умный человек, что это очень добрый человек. Какой он? Опишите его. Какими его качествами вы восхищаетесь? Сразу оговорюсь, если вдруг вам человек совсем не симпатичен, найдите в нем то, что вызывает у вас уважение. Мне вот очень нравится в этом человеке, что он сам всего достиг в жизни. Я считаю его очень порядочным, он примерный семьянин, да, может быть. Может быть, он хорошо относится к вам. Может быть, вас восхищает его образование. Найдите все то, почувствуйте. У меня мандраж, сердце в груди все сжимается, если честно. Прочувствуйте, какой этот человек. Если он искренний, добрый, отзывчивый, поблагодарите его за это. Можете благодарность сюда тоже подключать. Очень умный, очень воспитанный. Он предоставил огромное количество рабочих мест, например, в мире. Он занимается благотворительностью. Все про человека прям пишите. Рисуйте точнее. И мысленно с собой разговаривайте. Прям надо подышать, энергетика зашкаливает очень сильно. Я даже думаю, может, линию поля сейчас провести, потому что прям я хочу еще придать энергии. Насколько этот человек важный, да, какой у него статус в жизни. Насколько от него зависит исполнение ваших желаний. Даже не от него, может быть, там какие-то обществом, социумом наложенные причины, он там что-то, может быть, не от него зависит. В общем, и теперь я вас прошу, стало полегче, когда энергетика так вот прям
Очень мощно, очень сильно. Невероятная энергетика у человека, конечно. И, дорогой человек, я желаю тебе, чтобы все твое стало твоим снова. Вы можете озвучить конкретную цель, конкретное желание и написать его. Все твое с тобой. Я даю тебе то, что ты очень хочешь, что по праву твое. Это сделает тебя очень-очень счастливым. Очень счастливым. И знаете, мне прям хочется вот так вот. Даже показать, что это слито в единое целое, слилось. Ощутите радость и восторг человека. Может быть, сам человек у вас стал больше. Посмотрите, как завибрировало все пространство вокруг. Это тонкий мир. Вы фокусируете свое внимание, никогда не фокусируйте свое внимание на... Даже вот у человека, да, условно говоря, он хочет дать мне то, что я хочу, но не может в силу каких-то обстоятельств, да, может быть, какие-то ограничения есть. Так дайте ему то, что он хочет. Или, может быть, вы не знаете, попадете под расположение, под хорошее настроение начальника на работе, чтобы он там вам отпуск подписал, повышение дал, зарплату повысил. Нарисуйте этого своего начальника и дайте ему то, что сделает его счастливым. Тогда ваше желание вам, во-первых, ваша доброта вам вернется бумерангом. Когда мы рисовали человека, мы сейчас вспоминали все его волшебные качества, которыми он обладает. И я прям чувствую, у меня рука идет, я хочу, он настолько, вот видите, един с этим своим желанием. Прям почувствуйте счастье, которое испытывает человек, когда ему дали то, что он хочет, то, что доставляет ему радость, то, что доставляет ему счастье. Видите, как-то у меня в будущее, обычно же, помните, я вам рассказываю на листе здесь прошлое, настоящее, и вот оно настоящее, и вот будущее. Все отдали, все, что хотел, получил. Конечно же, когда человек счастлив, он хочет сделать счастливым весь мир. И то, что вы сейчас рисуете, опять же, проговорюсь, я точно знаю, чего хочет этот человек. Вы можете не знать точно, вы можете предположить. Самое главное, вы должны дать человеку то, что он хочет. Потому что когда человек счастлив, он творит невероятные чудеса, он делает счастливым весь мир. Фух, еще одну линию хочу провести прям. Сразу их провожу, может быть, их сразу даже сейчас большой маркер взять. Да, вы знаете, я возьму большой маркер, толстый, чтобы поярче было. Очень много энергии, но, разумеется, то, что я в своих мыслях даю человеку сейчас,
Я думаю, для этого человека очень много значит. Здесь работает то же самое правило. Вы, условно говоря, я вам всегда говорю, сначала поблагодарите за все, что вы имеете, потом уже просите. Здесь то же самое. Если ваше желание зависит от другого человека, дайте другому человеку то, что он хочет, а потом просите. И здесь я теперь нахожу на листе себя. Мое желание, оно уже во мне, да, вы это знаете. Обратите внимание, как оно пересекается. Жизнь. Моя жизнь, как пересекаются мои желания с вот этим вот человеком. Почувствуйте себя, сколько вот вы, почувствуйте, вы рисуете сейчас себя, а в себе у вас и есть ваше желание. То есть мое желание, оно не где-то слева, справа, сбоку. Мое желание уже внутри меня, моя цель, она здесь, она внутри меня. Почувствуйте его. Может быть, вы загадывали желание, немножко планы изменились, да, такое тоже возможно. Увидели еще опции в пространстве вариантов. Это нормально. И посмотрите сразу. Я вот так себя почувствовала. И вы видите, я сразу через меня и линия поля прошла через мое желание. Наблюдайте за саморефлексией, как вы ощущаете. Вот, все, человек, от которого, по сути, ваша жизнь зависит, ваше желание, он получил то, что хочет. И как вы живете? Где вы живете, что вы едите, что вы слышите, что вы чувствуете. Если вы в машину хотели, прям почувствуйте запах кожи нового салона. Ощутите, как нога надавливает на педаль газа. Все ощущайте. Посмотрите, у меня дрожит коленка, честно, у меня очень сильный мандраж был, когда я рисовала и попробовала прочувствовать энергетику человека, когда я нашла все качества, которым он обладает. Когда исполнилось его желание, энергетика ну просто зашкаливала. Вы должны видеть в тот момент, когда вы даете человеку то, что он хочет, вы должны ощущать прям каждый кончиками своих волос его счастье, его радость. И теперь посмотрите, может быть, вам линию поля еще хочется где-то провести. Почувствуйте, закройте глаза, почувствуйте. Вот все есть. Ощущайте эту жизнь, ощущайте эти линии, ощущайте, как вы притягиваете желаемое. Проводите линии, позволяйте себе проводить линии так, как ваша рука ведет. Локоть у вас в этот момент не должен лежать на столе. Я это всегда говорю, локоть должен висеть в воздухе.
Почувствуйте, где вам еще хочется добавить линий. И когда вы проводите линии, каждую секунду вы должны ощущать, что ваше желание уже исполнено, что желание человека, от которого зависит исполнение ваших желаний, тоже исполнено. Округляйте пересечения, можете это сразу делать. Видите, мне сразу хочется. Почему в воскресенье я решила рисовать? Во-первых, воскресенье день солнца, да, день, можно еще и с этой стороны посмотреть, как одну из причин, да. Мое желание зависит от мужчины. Солнце — это мужская энергия, сильная энергия. Мы, во-первых, просим, к кому мы обращаемся, да, к мужчине в данном случае. Мужчине дарим все, что он хочет. И солнце — мужская энергия, янская энергия, сильная энергия, потому что нам нужен толчок, чтобы все вот быстро решилось, чтобы человеку дали то, что сделает счастливым его, то, что ему принадлежит. Держите фокус внимания на том, что уже все исполнено. Ощущайте радость, ощущайте восторг. У меня очень сильное волнение. Я никогда подобных людей не рисовала. Настолько вот с такой сильной энергетикой, да. Посмотрите, может быть, вам еще и линии как-то странно пошли, видите? Не странно, а непривычно. Не бойтесь менять, не бойтесь брать какие-то другие непривычные себе маркеры. Вы должны создавать что-то новое, вы должны создавать новые впечатления в своей голове, вы должны создавать новые нейронные связи. И держать фокус внимания всегда на том, что вы хотите, представляя, будто уже это исполнено. Ну и посмотрите, что у меня получается. Вообще непривычно ни разу, неожиданно. И при всем при этом мне кажется красиво. Посмотрите, может быть, после того, как человек, от которого зависит ваше желание, получил то, что хочет он. Ваше желание, прочувствуйте его, как вот оно реализовалось. Так, как вы хотели, или еще лучше, что вы даже представить себе не могли, боялись так смело мечтать. Почувствуйте, может быть, вы больше стали, может быть, вы стали, получили больше удовольствия, чем планировали. Посмотрите, может быть, вы где-то еще видите какие-то ресурсы, какие-то няшки, какое-то дополнительное удовольствие, да, которое вам принесет исполнение вашего желания. Видите полукруг? Видите? Дорисуйте его. Первая мысль, когда я его увидела, пришла мне в голову: лучшая школа. Ну, такой тоже вариант хороший, мне нравится эта идея. Я считаю образование главным.
Подумайте, вот первая мысль, которая приходит в голову, она всегда самая правильная. Если сейчас не поняли, видите, тут вообще с двух сторон уже есть, снизу, сверху дорисовать полукруг нужно. Подумайте, про что вам этот ресурс, что вы еще получите. Если не понимаете, что, почувствуйте его. Вот тут вот мне почему-то здесь и квадрат думается, ну, дорисовывать много, но он есть, наверное. И я не знаю, что мне сделать. Круг здесь. Ну, я все сделаю, конечно же, что хочется. Это точно деньги. Деньги любимые, деньги желанные. Да, я всегда хочу денег. Это мне вчера понравилось, кто-то написал комментарий. А еще, это станет моим девизом, девушка написала. Да, это давно мой девиз, а я все время хочу еще, а я хочу еще, а я хочу больше. Это абсолютно нормально. Это жизнь. Это гонка, в которой ты никогда не сможешь остановиться, понимаете? Я прям, знаете, я дорисую, если честно, большим маркером. Я оставлю его таким, да, и я не буду вести ровную линию, я хочу оставить его нейрографированным, этот квадрат. Что такое квадрат? Квадрат — это стабильность, это, ну вот, по-любому все получится так, как нужно. Вот. В этой гонке, вот ты сначала, когда, может быть, помните, когда мы были молодыми, все хотели, наверняка все хотели сначала машину, потом уже квартиру. Ну, молодые все, что не терпится погонять, за руль сесть. А потом, что произошло дальше? А потом вы захотели квартиру. Что произошло дальше? Машину пора менять. А что дальше произошло? А пора еще недвижимостью обрастать или там менять на более лучшую. То есть эта гонка, она бесконечна. И очень важно не останавливаться. Я искренне не понимаю людей, которые, опять же, оговорюсь, это мое личное мнение, да, которые очень часто это показательно в Москве. Там достались квартиры от бабушек, дедушек, и все. И как бы, ну, все же уже получилось, зачем мне что-то делать? Как это зачем тебе, чувак, что-то делать? Мир такой огромный, мир такой интересный. Есть лучше, новее дома, новее квартиры, лучше автомобили. Все, что вам вот хочется, вы должны всегда реализовывать. Это бесконечная гонка, и она называется жизнь. У меня поднялось по голосу, слышится настроение, полный восторг. Я увидела стабильность своего желания, что все произойдет именно так, как мне хочется. У меня вот тут вот еще квадрат какой-то вылазит, появляется. Так, я сделаю так. Посмотрите, сколько получилось у меня. Уже 2 квадрата я увидела. Мне эти квадраты говорят о том, чтобы я вот вообще ни разу не волновалась. О том, что все будет лучше, чем я могу себе представить. Более того, я вам сейчас другое скажу. Поэтому подумайте, наблюдайте за своими ощущениями, что вы испытываете. Может быть, волнение, может быть, какое-то предвкушение, может быть, вам какая-то идея другая пришла в голову. Наблюдайте, потому что все это находится только в вашей голове. И всю свою реальность, все вот эти свои желания. Видите, еще круг появился. Еще какая-то няшечка для меня. Пришло слово озеро. Может, Женевское какое-нибудь озеро.
и вот здесь. Более того, когда вы в состоянии восторга какого-то, и вы излучаете, ходите, улыбаетесь этому миру из состояния вот этой вот радости, восторга, счастья, вы начинаете излучать высокие вибрации, когда вы думаете с предвкушением, да, когда представляете, что это желание уже исполнилось. Мир, я вам много раз говорила, он фантастически меняется. Цвет начала с себя, и посмотрите, с кого вы начали. Видите, как у меня пошло? У меня пошло... Я себя только выделила, и дальше пошло на вот человека. И я расцениваю это как... Я посылаю тебе свои лучики добра. Я желаю тебе искренне, вот посмотри, я тебе то, что ты хотел, дала, да? Вы не можете, условно говоря, там, снять санкции с кого-то, ну, физически, да, вы не обладаете достаточными ресурсами, вы не можете, я не знаю, визу кому-то дать, но вы можете представить в своей голове, что человеку это дали, то, что он хочет. То есть, если вы думаете, что, ну, как я ему дам, да, там, яхту он хочет, вы физически не можете ее дать, да, но представить в своей голове радость человека от того, что он получил, что хочет, вы можете. И именно вот это меняет, именно ваше намерение, меняет мир вокруг этого человека, вокруг вас настолько, что он получит все, что хочет, да, и вы получите то, что вы хотите. Все в этом мире возвращается. Мир — это зеркало. Если вы посылаете в этот мир любовь, вы получаете любовь. Если вы посылаете в этот мир богатство, деньги, мысли об этом, даже мысли, вы получаете то же самое. Если вы говорите о здоровье все время, не останавливаясь, вы получаете здоровье. Синий цвет пришел. Поэтому, когда вы посылаете человеку исполнение его желания, именно исполнение, вот она его мечта, да, то, что человек хочет, вы тем самым показываете миру, что желания исполняются. И мир в ответ на это исполняет ваши желания. Вот так просто все работает. Об этом написано миллионы книг, сняты тысячи фильмов. Я даже не помню, я тут сказала озеро. Надо будет потом пересмотреть видео. Не спешите менять сразу цвет, почувствуйте какой-то другой цвет. Почувствуйте, в каком месте он может быть. Пальчики черные. Мне нравится то, что я посылаю миру. Мне нравится то, что мой мир отражает. Цвета, ладно, фиолетовый, я даже к фиолетовому уже хоть как-то привыкла. Но синий, более того, я вам скажу, что я хочу сейчас зеленый взять. А вот про что мне прям зеленый, такой яркий, темный, я не представляю. Вот такой вот зеленый. Причем, когда я подумала о зеленом, я хотела сделать им свой квадрат, который самый большой.
а он вот рука пошла в круг рисовать. Доверяйте своему телу. Квадрат я все-таки сделаю зеленым. Никогда бы не подумала, что стабильность моего желания — это зеленый цвет. Ощущайте, чувствуйте, проецируйте в зеркало мира, во-первых, свою щедрость, потому что вы щедры, вы человеку мечты исполняете, да? Во-вторых, свою благодарность. Вы же поблагодарили человека, когда мы рисовали. Вы посмотрите, как удивителен этот мир, какие желания вокруг вас. Вот, розовый. Непривычно, но розовый. Окей, розовый так розовый. Ну, розовый — это про любовь мне здесь. Мое желание, оно наполнено любовью, оно изначально от большой любви-то и получилось. Чувствуйте, обращайте внимание на свои чувства, что вы испытываете, как вам живется в новой жизни с этим вашим желанием. Всем довольны? Все у вас сложилось именно так, как вы хотели? Куда же без него? Деньги, деньги, деньги. Мои любимые денежки, идите ко мне. Я вас очень сильно люблю. Деньги позволяют мне загадывать желания, которые я загадываю. Деньги позволяют мне жить, дают возможность мне жить той жизнью, которой я хочу жить. Деньги — средство для исполнения ваших желаний, инструмент. Почувствуйте, где еще какого цвета хочется добавить, может быть, еще что-то. С цветом можно работать бесконечно, мне уже все нравится. Я спокойна, если до этого волновалась. Я испытала какой-то большой спектр эмоций сейчас, когда мы с вами это делали. Видите, количество желтого цвета, у нас здесь желтый, да, там сегодня день солнца, воскресенье. Можно работу рисовать можно в любой день. Об этом не волнуйтесь. Но вот янская такая энергия. Я хочу, чтобы мои желания, они вот и желания других людей, чтобы исполнялись. Я хочу, чтобы люди в этом мире были счастливыми каждый день. Я хочу, чтобы у всех желания исполнялись. Для меня недопустимо, чтобы кто-то в этом мире был несчастным, одиноким. Я закончила. Дорогие мои, совсем забыла вас поблагодарить. Благодарю вас за просмотры, благодарю вас за лайки, за комментарии. Я все вижу, я все читаю. Огромное вам спасибо за все благодарности, которые вы мне присылаете на карту. У меня в мыслях не было, что такое вот вообще возможно, да, что люди настолько щедры, настолько благодарны. Все вижу, все читаю,
Всем огромное спасибо за то, что вы есть. Я счастлива, что ваши жизни меняются в лучшую сторону. Вы выходите на новые этапы, на новые уровни именно со мной. И с такой вот с мыслями о благодарности вообще к вам, ко всему. Вот я напиталась сейчас, проговорила вам, и у меня еще сильнее это стало. Я проведу линию поля. 1, 2, 3, больше не надо. Она может быть заново созданной, может идти уже по уже существующим. Легче стало, но энергия у меня тут зашкаливает. И почувствуйте, у вас достаточно много фигур на листе есть. Что вы хотите зафиксировать? Вот моя работа. Округляйте все, что можно округлить. Я имею в виду пересечение с линией поля, с фигурой фиксации. 1, 2, ну лучше 1, да, чтобы раздрая не было. Вот, ну что ж, я вас благодарю за просмотр. Желаю всем волшебного выходного дня и хорошего настроения. Любите друг друга, делайте людей счастливыми, давайте им то, что сделает их счастливыми, и вы не поверите, как изменится ваша жизнь.